27 марта 1986 года. Ровно за месяц до самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества в официальной советской прессе, газете «Литературная Украина», выходит статья. Ее автор, журналистка из Припяти Любовь Ковалевская, пишет абсолютно немыслимые для того времени вещи. Она заявляет открыто: пятый энергоблок Чернобыльской АЭС строится с чудовищным браком. Она прямо предупреждает читателей: эта системная халатность неизбежно приведет к катастрофе. В тот же день на столе у руководства КГБ Украинской ССР ложится досье. На Ковалевскую заводят дело. За ней устанавливают круглосуточную слежку. Ее телефон прослушивают. Ее пытаются запугать и заставить замолчать, обвиняя в паникерстве. Но ровно через 30 дней станция взорвется секунда в секунду так, как она и предсказывала. Все знают, как взорвался Чернобыль, но мало кто знает, что катастрофа была детально описана, задокументирована и предсказана спецслужбами за годы до взрыва. Сегодня мы откроем рассекреченные архивы КГБ и докажем: взрыв 4-го энергоблока не был трагической случайностью. Система знала о грядущем взрыве поминутно и сознательно предпочла закрыть глаза. 1970-е годы. Советский Союз строит свою гордость — Чернобыльскую атомную электростанцию. В стране действует негласное, но жесткое правило: объекты такого масштаба нужно сдавать не когда они технологически готовы, а к знаменательным датам — съездам партии, юбилеям Октябрьской революции или дню рождения Ленина. Начинается безумная гонка со временем. Глава КГБ Юрий Андропов понимал риски. Поэтому в Припяти был создан специальный городской отдел КГБ, единственная цель которого — следить за безопасностью на ЧАЭС. Станция буквально кишела агентами и осведомителями. И они исправно писали доносы. Архивы Службы безопасности Украины, открытые в наши дни, хранят сотни рапортов, от которых сегодня стынет кровь. Вот документ 1983 года. Агент под псевдонимом докладывает: на стройку поступают бракованные железобетонные плиты. Трубы с югославских заводов не выдерживают тестового давления и лопаются. Вот рапорт 1984 года. Из-за спешки нарушается технология заливки бетона. Чтобы успеть сдать объект зимой, в бетон добавляют соль против замерзания. Соль разъедает арматуру внутри монолита. Несущая способность стен реакторного цеха под прямой угрозой. А вот самое страшное предупреждение. Чекисты пишут начальству в Москву: крыша над машинным залом заливается горючим битумом. Пожарные инструкции и здравый смысл категорически это запрещают. Если там вспыхнет огонь, крыша сгорит за минуты, и пламя перекинется на соседние реакторы. Москва читает эти рапорты и отправляет их под сукно в дальний ящик. Остановить стройку века, сорвать план партии и признать технологические ошибки перед Западом немыслимо. Но бракованный бетон и трубы были лишь половиной беды. Главная проблема скрывалась в самом сердце станции — реакторе серии РБМК-1000. Это был уникальный советский реактор, невероятно мощный и феноменально дешевый. Ради жесточайшей экономии бюджета его не стали накрывать защитным бетонным куполом, конфайнментом, как это в обязательном порядке делали на всех атомных станциях в США и Европе. Если бы купол был, радиация никогда бы не вырвалась за пределы станции. Но ученые-физики знали о реакторе одну страшную тайну. Это называлось концевой эффект. Реактор управлялся поглощающими графитовыми стержнями. На конце каждого стержня был графитовый наконечник. В случае экстренной опасности оператор должен нажать кнопку аварийной защиты АЗ-5. В этот момент все стержни одновременно падают вниз, чтобы заглушить ядерную реакцию. Но из-за чудовищной конструктивной ошибки
В первую секунду после нажатия графитовые наконечники не глушат реактор, а наоборот, разгоняют его, вызывая мгновенный скачок мощности. То есть кнопка спасения была одновременно детонатором. И высшее руководство Минсредмаша знало об этом. В 1975 году абсолютно такая же проблема привела к локальной аварии на Ленинградской АЭС. КГБ засекретил тот инцидент. Ученые просили изменить конструкцию стержней, но переделывать чертежи и останавливать уже запущенные реакторы было слишком дорого. Реактор оставили как есть. Бомба с часовым механизмом была заложена. Ночь 26 апреля 1986 года. 1 час 23 минуты 40 секунд. Оператор Александр Акимов понимает, что реактор выходит из-под контроля во время планового эксперимента и делает то, чему его учили. Нажимает ту самую кнопку АЗ-5. Происходит концевой эффект. Мощность взлетает в 100 раз. Гремит взрыв силой в сотни тонн тротила. Тысячетонная крышка реактора подлетает в воздух, как монетка. Реактор перестает существовать. Раскаленные до бела куски графита летят на крышу машинного зала. И в этот момент происходит ровно то, о чем кричали рапорты КГБ за 3 года до этого. Горючий битум мгновенно вспыхивает. Прибывшие с Припяти пожарные расчеты лейтенантов Правика и Кибенка будут тушить этот горящий жидкий битум своими сапогами и брезентовыми рукавицами. Они не знали, что смотрят в открытое жерло ядерного вулкана. Они получат смертельные дозы радиации за считанные минуты. Каждое слово из засекреченных папок сбылось. И даже в эту секунду ложь продолжилась. Директор станции Виктор Брюханов в 3 часа ночи докладывает в Москву. Произошел взрыв, но реактор цел. Радиационный фон в норме. Москва верит тому, во что хочет верить. Эвакуацию Припяти откладывают на смертельно долгие 36 часов. Но ложь убивала не только в первые часы. Она продолжала убивать и месяцы спустя. Осень 1986 года. Чтобы построить над рухнувшим реактором саркофаг, нужно было очистить крышу соседнего энергоблока от сверхрадиоактивных кусков графита. Находиться там человеку было нельзя. Смертельная доза набиралась за 2 минуты. СССР тайно закупает у Западной Германии передового полицейского робота «Джокер». Робота поднимают на крышу. Он проезжает несколько метров, его электроника сходит с ума от радиации, и робот навсегда застревает в обломках. Почему? Потому что советское правительство снова солгало. Покупая робота, советские чиновники постеснялись назвать немцам реальные цифры радиации на крыше – до 12 тысяч рентген в час. Они заявили, что фон не превышает 2000 рентген. Немцы сделали робота под эти требования. Из-за банального политического тщеславия дорогущая машина превратилась в радиоактивный мусор за секунды. И тогда система принимает самое страшное решение. Если не справляются роботы железные, отправят роботов биологических, биороботов. 3000 молодых солдат-срочников и резервистов в самодельных фартуках из листового свинца отправляют на крышу. У них есть ровно 90 секунд, чтобы выбежать на крышу, бросить 1 лопату радиоактивного графита в провал и убежать обратно. Живые люди своими руками расчищали то, что не смогла немецкая электроника, оплачивая ложь номенклатуры своим здоровьем и жизнями. Но свое главное преступление против собственного народа советская машина совершила не в Чернобыле. 1 мая 1986 года радиационное облако уже накрыло Швецию. Ветер повернул на юг. Но в Киеве, всего в 130 километрах от пылающего реактора, тысячи людей, школьников и студентов выводят на праздничную первомайскую демонстрацию. Партийные бонзы стоят на трибунах и улыбаются. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий привел на парад своего малолетнего внука. Ему позвонили из кабинета Горбачева и пригрозили: «Не проведешь парад, положишь партбилет на стол». И пока обычные дети маршировали под радиоактивной пылью, партийная элита Киева с 28 апреля тайно вывозила своих детей и внуков специальными поездами и авиарейсами в Крым и Москву. Они знали все.
Рассекреченные приказы Минздрава СССР того времени показывают истинное лицо операции. КГБ отдает приказ конфисковать дозиметры у всех школьных учителей физики в институтах и больницах. Люди не должны были знать, чем они дышат. Врачам строго засекреченным циркуляром запрещают ставить диагноз «лучевая болезнь». В медицинских карточках тысячам людей с явным радиационным облучением пишут диагноз «вегетососудистая дистония». Правду хранили под бетонным саркофагом вместе с реактором. Что стало с теми, кто пытался говорить правду? Журналистка Любовь Ковалевская, за месяц предсказавшая аварию, в ночь взрыва находилась в Припяти. Она получила огромную дозу радиации, тяжело заболела, получила инвалидность, но выжила. Советская система так и не простила ей ту статью. Ее имя старались не упоминать. Академик Валерий Легасов. Выдающийся ученый, который руководил ликвидацией аварии в самом пекле и летал над горящим реактором. В августе 1986 года в Вене на конференции МАГАТЭ он попытался честно рассказать мировому сообществу о фатальных конструктивных недостатках реактора РБМК. Он нарушил негласный приказ Москвы – валить всю вину исключительно на мертвых и осужденных операторов станции. За эту честность Легасова затравили. Ему вычеркнули фамилию из списков, название Героя социалистического труда. От него отвернулись завистливые коллеги в Академии наук. 27 апреля 1988 года, ровно во вторую годовщину аварии, Валерия Легасова найдут повешенным в собственном кабинете. Перед смертью он записал на кассетный диктофон всю неприглядную правду о том, как экономия на безопасности и всеобщая ложь привели страну к краю ядерной пропасти. Чернобыль взорвался не из-за ошибки Александра Акимова или Анатолия Дятлова. Он взорвался из-за лжи. Ложь была заложена в чертежах реактора. Ложь была в отчетах КГБ о строительстве. Ложь стояла на первомайских трибунах в Киеве. И именно ложь, а не уран-235, оказалась самым радиоактивным элементом советской системы. А вы как считаете, можно ли было избежать аварии, если бы верхушка партии прислушалась к докладам агентов КГБ в 1984 году и остановила стройку? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы получить свой код доступа.